Всем огромный привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня поговорим о мошеннических действиях, какие у них есть схемы и как обезопасить себя. Телефонное мошенничество – это цена, которую россиянам пришлось заплатить за самый продвинутый и удобный банкинг в мире. По оценкам экспертов, ежегодно мошенники, представляясь сотрудниками банков, воруют миллиарды рублей. Давайте сначала разберемся, каких звонков стоит действительно опасаться. И первый, самый распространенный способ – это когда звонят мошенники, якобы из службы безопасности банка. Все мы получаем СМС от банков, и в основном это отчеты о совершенных операциях. Аферисты копируют такие сообщения и устраивают свою рассылку. И делают это через мессенджеры. Но когда человек видит на экране крупную сумму, которая сейчас якобы будет списана с его счета, он может растеряться и не заметить подвоха. Сообщения обычно указывают номер, по которому следует позвонить, якобы сохранить свои деньги. И, конечно же, не предупреждают, что звонок на этот телефон платный. И вот тут мошенники представляются сотрудниками банка, когда хотят узнать номер пластиковой карты и трехзначный код на обратной стороне. Вам могут позвонить с просьбой подтвердить перевод средств. Вы, естественно, этого не делали, о чем и сообщаете звонящему. В ответ преступник заявляет, что необходимо заполнить протокол безопасности, в который входят в том числе конфиденциальные сведения. Интересно, и что если попросить сотрудника банка назвать номер карты, с которой якобы происходит списание, он, скорее всего, не сможет этого сделать. Еще один из способов снять деньги от имени банка. Приходит сообщение о том, что кто-то просит перевести средства ему на карту с интересной перепиской. Либо потерпевший должен отправить код подтверждения, либо платеж будет произведен автоматически через некоторое время. В безвыходной ситуации человек начинает паниковать, как раз в этот момент и звонит подставной сотрудник банка. Он объясняет, что только что была попытка мошенничества, но потерю денег можно предотвратить. Для этого нужно всего лишь отправить сообщение с кодом, присланным в письме, и подписать «Отмена перевода». Когда жертва сделает это, деньги со счета исчезнут, как и сам звонящий. Но есть одно простое, но действенное правило, которое позволяет почти со стопроцентной надежностью защитить ваши деньги от телефонных мошенников. Запомните, никогда, ни за что, ни в коем случае, чтобы не говорили, как бы ни пугали, не сообщайте звонящему вам по телефону никаких кодов, паролей и прочей информации из СМС, которые вам приходят. Вообще ничего не сообщайте. Вторая схема – представитель пенсионного фонда. Вам полагается социальная субсидия, компенсация или путевка в санаторий. Обычно с таких слов начинают свой разговор мошенники в этом случае. Потом они могут попросить номер карты для перечисления выплаты, прислать ссылку на форму для заполнения или для оплаты небольшой комиссии. В этот момент нужно закончить разговор. Существует большое количество комбинаций, но суть одна – убедить в возможности получения выплаты, а затем завладеть данными. В некоторых случаях жертвы сами переводят мошенникам средства в счет оплаты билетов, расходов на оформление, ну и так далее. Такие схемы очень быстро адаптируются к обстоятельствам. Мошенники постоянно следят за новостной повесткой, и если сегодня в новостях говорят, например, о социальных выплатах или компенсациях, то уже завтра они могут ссылаться на эти виды поддержки. Говорят, что наблюдались большой всплеск таких звонков в период пандемии, когда правительство вводило новые меры поддержки. И еще мошенники могут позвонить пожилым людям, якобы из страховой компании, и предлагать вернуть крупную сумму, которая скопилась на их страховом счете из-за редкого посещения поликлиники. И якобы сэкономленные деньги можно вернуть только после оплаты налога. Конечно же, они пропадут после оплаты жертвы этого самого налога. Третья схема – покупатель по объявлению. Среди не самых популярных, но тоже встречающихся способов развода – звонки от потенциальных покупателей автомобилей, например. Именно продавцы машин часто оставляют данные на сайтах объявлений, делая себя мишенью для злоумышленников. Мошенник предоставляется покупателям, говорит, что точно будет покупать автомобиль и просит данные карты, чтобы скинуть на нее предоплату. Причем не только номер которого достаточно для перевода, но и срок действия и трехзначный код. Продолжают работать и старые схемы, не требующие сообщать личные сведения и информацию о картах. Все, что нужно таким мошенникам, чтобы им напрямую перевели деньги. Способов может быть несколько. От звонка или СМС от старого знакомого, который просит денег в долг, до просьбы перевести средства для близкого родственника, попавшего в больницу, как вариант в полицию. Впрочем, верят таким мошенникам реже, поэтому эти методы менее популярны, чем звонки от сотрудников банка.
Четвертая схема – бесплатный помощник. Мошенник предоставляется сотрудникам какой-либо финансовой или правозащитной организации и предлагает проверить кредитную историю, составить кредитный рейтинг. Консультация бесплатна, а вот за конкретную услугу мошенник может запросить приличную сумму. Такие мошенники могут сообщить, что ваша кредитная история ухудшилась и предложить услуги по ее улучшению. Если же это действительно ваши долги, то улучшить историю можно, погасив их. И все. Пятая схема – щедрые подарки с магазинов. Схема мошенников сводится к тому, чтобы перенаправить вас на фейковый сайт. В данном случае представиться по телефону они могут сотрудникам магазина или, как было в некоторых конкретных случаях, специалистам единой системы бонусов. Надо понимать, что такой организации, не привязанной к конкретным компаниям, в принципе не существует. Преступник сообщает, что вы накопили скидочные баллы, но почему-то не истратили их. Пока вы сообразите, о каких магазинах и скидках идет речь, выяснится, что ваш аккаунт вообще не активирован в системе. И тут же найдется решение. Мошенник предложит прислать ссылку на сайт, где вам нужно будет ввести личные данные. Сайт, конечно, принадлежит мошенникам, при этом может выглядеть точно так же, как сайт известного интернет-магазина. Поэтому внимательно смотрите на адрес страницы. Шестая схема – родственник в беде. Например, звонок от знакомого вашего родственника или близкого человека. Обычно они пишут или говорят, что случилась беда, ДТП, взрыв, стало плохо на улице, авария. Звонок с чужого номера, потому что у телефона вашей жены, мужа, родственника, ребенка, например, сел аккумулятор, денег на счету мало, а чтобы решить проблему, надо еще много куда звонить, требует срочно пополнить баланс незнакомого вам номера. Быстро, лучше купить карточку, пополнение счета и продиктовать секретный код. Чистая игра на доверии с множеством вариаций на тему беспокойства людей за своих близких. Особенно действенные ночные звонки, да еще если голос представляется сотрудником ГИБДД или иной правоохранительной или силовой службы. Есть и более страшные случаи, когда люди сталкиваются с шантажом и выпрашиванием откатов в продолжении темы. Ваш ребенок попался на купле наркотиков, например, или приходит смс примерно такого содержания. У меня проблема, позвони по номеру такому-то, если номер не ответит, положи на него столько-то рублей и снова позвони. Иногда просто приходит сообщение: я нахожусь в больнице, положи деньги на номер, потом перезвоню. Не стоит сразу бросаться пополнять счет незнакомого номера, скорее всего, это мошенничество. Седьмая схема – простой код от оператора связи. Потерпевшему поступает звонок, либо приходит смс-сообщение, якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи. Обоснование этого звонка или смс могут быть предложение подключить новую эксклюзивную услугу для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя, для улучшения качества связи, для защиты от спама рассылки, предложение принять участие в акции от вашего сотового оператора, ну и так далее. Предлагается набрать под диктовку код или сообщение смс, который подключит новую услугу, улучшит качество связи, ну и так далее. И на самом деле код является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет мошенников. Как только его наберет потерпевший, мошенник получает доступ к счету. Запомните, любая упрощенная процедура изменения тарифных планов должна вызывать подозрение. Необходимо перезванивать своему мобильному оператору по телефону горячей линии для уточнения условий или открыть соответствующие разделы на официальном сайте или в мобильном приложении, где мошенники берут номера мобильных телефонов. Времена, когда базу сотового оператора можно было приобрести за небольшие деньги на любом радиорынке, давно прошли, а мошенники научились пользоваться высокими технологиями и стали гораздо более изобретательными. Приобрести базу данных абонентов мобильной связи все же можно, и часто разрешение на передачу информации о себе дают сами пользователи. Небольшие банки, микрофинансовые и страховые организации включают в разрешение на обработку персональных данных пункт о возможности их передачи своим партнерам, которые, естественно, не называются. При заключении договора клиент ставит свою подпись под этим разрешением, а организация на вполне законных основаниях передает данные третьим лицам, а среди них очень часто оказываются рекламодатели, за законность действий которых никто не отвечает. Как избежать звонков мошенников? Чтобы не стать жертвой мошенников или избежать звонков и сообщений от них, рекомендую, как только во время разговора у вас появились подозрения, что вам звонит не сотрудник банка, а мошенник, нужно повесить трубку, а уже потом перезвонить в финансовую организацию,
то есть на номер горячей линии. Его можно легко найти на сайте и даже на банковской карте и уточнить наличие звонка. Если деньги просят от лица знакомых или родственников, следует связаться с ними и уточнить информацию. Такие просьбы оказываются мошенничеством почти в 100% случаев. Нежелательно оставлять свои номера на площадках для объявлений, в анкетах и при регистрации на сайтах. Если без этого не обойтись, лучше заведите отдельную сим-карту, которая будет использоваться только при необходимости, например, на период продажи чего-то. Многие смартфоны оснащены слотом для 2 симок, завести второй номер не проблема. Если данная карта, даже если только номер, каким-то образом оказались у мошенников, ее стоит на всякий случай заблокировать. То же самое рекомендуется сделать, получив сообщение о списании средств за покупку, которые владелец карты на самом деле не совершал. Если мошенник вам все же позвонил, а вы его раскрестили, добавьте его номер в черный список. Так он точно не сможет вам перезвонить, по крайней мере, с того же телефона. Также не стоит устанавливать на смартфон и компьютер приложения из неизвестных источников, переходить по сомнительным ссылкам и получать права суперпользователя. Все это делает гаджет уязвимым к вирусам и увеличивает вероятность попадания данных в чужие руки. Соблюдая простые правила, можно обезопасить себя от потерь, ненужных разбирательств с банком и плохого настроения. И еще никогда никому не сообщайте ваши персональные данные, а также данные карты, трехзначный код на обратной стороне или проверочный код из СМС. Если вам звонят с предложением перечислить денег, субсидию, пенсию, государственную поддержку, например, не торопитесь радоваться. Лучше проверьте сами, положена ли вам такая выплата, и оставьте заявку на официальных ресурсах. Никогда не торопитесь с ответом и не бойтесь положить трубку, ведь в торопях вами правят эмоции, а не разум. Перезвоните сами в банк или родственникам, друзьям, чтобы убедиться, что все в порядке. После звонка мошенника нужно зайти в мобильный банк и прямо в чат раздела «Диалоги» отправить сотруднику банка телефон, с которого звонили. По этому обращению создадут заявку и передадут ее в настоящую службу безопасности банка. И также необходимо обращаться в полицию. Напишите заявление, приложив по максимуму все доказательства мошенничества, например, распечатки телефонных звонков, писем, скриншоты, если есть сайтов, ну и так далее. Какие еще есть схемы мошенников, напишите в комментариях. А у меня на сегодня все. Скоро увидимся. Пока-пока.